Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков очень много, и для вашего удобства они собраны небольшие коллекции. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет и слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Спасибо вам огромное. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с новыми ниточками. Но это как бы ниточки новые и узорчик новый для новичков. А, так скажем, для опытных мастеров, возможно, не новый, но будет, думаю, интересно тоже посмотреть. Итак, какими ниточками я хочу вам показать данный узорчик. Это будет квадратный мотивчик. Ниточки, конечно, вы можете брать совсем любые. Я сегодня возьму Yarn Art Super Pearl. Они называются, новички, кто еще не в курсе, смотрите, это 100% акрил. И в 100 граммах находится 400 метров. Мне нравится вот именно такой метраж. И нравится то, что, видите, такая накруточка очень интересная у данных ниточек. Далее, нам говорит производитель, берите крючок 3 мм, чтобы у вас, так скажем, все получилось. Вот мы берем 3 мм, мы хотим, чтобы у нас все получилось. Вы, в свою очередь, берете ту пряжу, которую вы хотите, и крючок, естественно, который подходит для данной пряжи. Понятно, да? Ну что, приступаем. Итак, смотрите, я хочу начать с беленькой ниточки. У меня будет сердцевинка, так скажем, беленькая. Петельку фиксации сделали, есть. Далее делаем 6 воздушных петелек, то есть петельку фиксации мы не считаем. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь возвращаемся к самой первой петельке нашей цепочки. В нее нырнули, вытянули рабочую ниточку и сразу же эту же ниточку протянули через петельку на крючке. Есть. У нас получилось вот такое вот колечко. Теперь будем работать с колечком и параллельно будем ввязывать вот эту нашу ниточку, наш кончик. То есть я кладу вдоль нашего колечка эту ниточку, делаю одну воздушную петельку, в колечко нырнула и вытянула ниточку, провязала вместе 2 петельки. Есть. Это у нас получается столбик без накида. И еще я должна точно так же нырнуть 11 раз. Итого у нас получится 12 столбиков без накида. Первый провязали, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ниточку, видите, я с собой тяну, ввязываю ее. Далее идем 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12 столбик без накида. Далее вот самую первую петельку, которую мы делали, столбик, ввожу крючок, вытягиваю ниточку и сразу же ее провязываю через петельку на крючке. Называется соединительная петелька. Вот наше колечко. Ничего сложного. Идем далее. Далее мы должны с вами будем сделать 4 воздушные петельки подъема. Делаем 1, 2, 3, 4. Далее будем нырять в каждую верхушку каждого столбика. Так, смотрите, делаем 2 накида и в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. Называется столбик с 2 накидами. Точно так же сделали со вторым столбиком. 2, 2, 2. Есть. А далее смотрите внимательно. Далее мы делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И в следующий столбик, вот на следующий идет столбик, нырнули, вытянули ниточку. Видите? И получается, мы ее провязываем соединительной петелькой. Оп. Понятно? То есть у вас как бы получается, ну, назовем его лепесточек. Вот такой первый лепесточек. 4 воздушные петельки справа, 4 воздушные петельки слева и посерединке 2 столбика с 2 накидами. Ничего сложного. Как только провязали соединительную петельку, опять идем, делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В следующий столбик нырнули, сделали столбик с 2 накидами. Есть. Следующий столбик с 2 накидами. Есть. Теперь заканчиваем наш лепесточек. Делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И в следующий столбик ныряем и провязываем соединительный столбик, соединительную петельку. Есть. Далее точно так же повторяем. Делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В следующий столбик нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Есть. 2 накида и второй точно такой же столбик. Есть. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И
опускаемся до следующего столбика, соединительная петелька. Есть. Видите, уже раз, два, три лепесточка. Далее опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И опять 2 накида в следующий столбик. Нырнули, провязали столбик с 2 накидами. Второй столбик в следующий столбик. Столбик с 2 накидами. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И присоединяемся. Помните, у нас здесь был самый-самый первый столбик. Мы с него начинали. Вот мы к этому столбику присоединяемся. Точно так же соединительной петелькой. И здесь мы должны с вами поменять цвет. Ну, желательно. Для того, чтобы добиться эффекта красивого, да? Получается, смотрите, я сейчас так вот сделаю воздушную петельку. И могу уже полностью отрезать ниточку и ее прятать. То есть вы можете прятать сразу же. Вы можете прятать потом уже все кончики. То есть это как вам удобно. Понятно? То есть у нас получается вот такой вот небольшой цветочек. Кончики прячем сюда сзади. Так. Именно по ходу вот всех вот петелек, по ходу всех столбиков. То есть здесь ничего сложного. Ну, любую как бы петельку выбираете и за нее прячете. Можете спрятать так вот несколько, так скажем, столбиков захватить, несколько петелек захватить, чтобы более, скажем, было уверенно спрятано. Все. А дальше можете уже отрезать кончик. С ним уже ничего не сделается, потому что вы уже сделали такую петельку фиксации. Все. Красота. Красота. Берем следующий цвет. Так, смотрите, я хочу в своем случае взять желтую ниточку. Вы берете любую, какую захотите. Так, вот наш цветочек. Мы присоединяться будем к любому лепесточку, вот какому захотите, да. Вот, например, вот лепесточек. Присоединяемся там, где у нас были последние 4 воздушные петельки. Вот, берусь за воздушную петельку и провязываю, сразу же как бы протягиваю желтую ниточку. Начинаю с петельки с желтенькой. Есть. А теперь смотрите, получается, вы можете провязывать дальше по узорчику 4 воздушные петельки, но я хочу, провязывая петельки, спрятать кончик. Понятно? Вот у меня кончик находится слева. Я его перекладываю направо, как бы крестиком, так, и делаю воздушную петельку. Потом я возвращаю опять налево, так, и опять делаю воздушную петельку. Это уже вторая петелька. Далее у меня опять перекладываю слева направо. Это у меня будет, сейчас подтяну ее, чтобы вас не запутать. Это у меня будет третья петелька, так, и потом опять возвращаю ее справа налево. Это у меня будет уже 4-я петелька. Все, в процессе, когда вы запутывали ее, да, она у вас уже вплелась, и она уже никуда не денется. Поэтому кончик вы можете с чистой совестью, да, спокойной душой отрезать. Все, красота. Идем далее. Теперь, смотрите, вот так вот кладем перед собой цветочек, то есть крестиком, да, и будем работать, получается, вот с этой вот арочкой из воздушных петелек. Делаем 2 накида. И ныряем вот в эту арочку, боковую, так скажем, да, и провязываем столбик с 2 накидами. Раз, 2 накида, опять в эту же арочку, провязываем столбик с 2 накидами, 2. Вот, поняли, да? Вот так будет выглядеть. Далее мы присоединяемся, вот наши 4 воздушные петельки, к 4-й петельке, соединительной петелькой. Оп, и присоединились. И смотрите, провязываем здесь опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. То есть вот наш лепесточек мы будем провязывать точно так же. Опять 2 накида. В столбик, вот наш столбик идет, нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Опять 2 накида. Следующий столбик, столбик с 2 накидами. И заканчиваем лепесточек, помните, да? 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И вот присоединяйтесь, да? Вот наши 4 воздушные петельки к самой верхней петельке присоединяйтесь. И провязываете соединительную петельку. Оп, есть. И вот у нас получается вот такой еще один над лепесточком лепесточек. А теперь мы поворачиваем наш цветочек опять в бок, да, и за боковинку предыдущего лепесточка будем теперь провязывать опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. 2 накида и опять в боковую вот эту арочку ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Раз, столбик с 2 накидами. 2. И как только мы сделали 2 столбика с накидом, мы присоединяемся к следующему лепесточку. Опять 4 воздушные петельки у нас были. Мы за 4-ю петельку беремся и делаем соединительную петельку. Понятно? То есть вот у вас должно получиться вот так вот. И получается, смотрите, там, где у вас лепесточек, вы провязываете еще один лепесточек, да? А там, где у вас боковинка,
да, вы провязываете только лишь 4 петельки подъема и 2 столбика с накидом. Понятно? То есть сейчас у вас идет лепесточек. Вы провязываете опять 4 воздушные петельки, 2 столбика, как есть, 2 столбика, и заканчиваете 4 воздушными петельками. Поворот. У вас здесь будет 4 воздушные петельки, 2 столбика. Присоединились к лепесточку, 4 воздушные петельки, 2 столбика, 4 воздушные петельки. Повернули опять, 4 воздушные петельки, 2 столбика. Присоединились, и тут у вас получается 4 воздушные петельки, 2 столбика, и заканчиваете 4 воздушными петельками, и здесь я вас встречу. Понятно? Все, давайте. У вас получится по кругу. Жик, а здесь я вас встречаю. Итак, смотрите, у вас такая же красота. Вот наш лепесток, 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 да, а между ними по одному вот такому вот квадратику. Есть? Как мы заканчиваем ряд? Получается, вот мы на лепесточке, да, 4 воздушные петельки, 2 столбика с 2 накидами, 4 воздушные петельки. И теперь я присоединяюсь вот к самому началу. Помните, где мы начинали? Вот к самому началу к этой же петельке присоединяюсь и делаю соединительную петельку. Оп, и все. Чтобы зафиксировать, чтобы петелька никуда не убежала, я вот так вот делаю воздушную петельку, подтягиваю ниточку и опять отрезаю. И теперь убираю свою ниточку, желтенькую, видите, затянули петельку, раз, потуже, и прячем. То есть вот по ходу, видите, основания столбиков вы можете вот так вот раз, 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 и также запрятать. То есть именно в своем же цвете, да? И все, ниточку эту видно не будет. Оп, гляньте. У нас не видно, с чего мы начинаем. У нас не видно, чем мы заканчиваем. Вот, красота. И скажите, где лицевая, где изнаночка, да? Мастерство. Итак, идем далее. Например, я хочу присоединить новую ниточку. Вы можете присоединять первую ниточку, да? Вы можете присоединять любую, какого цвета вы захотите. Я вот, ну, допустим, это будет такой ярко-персиковый цвет. Кстати, ярко-персиковый цвет, сразу покажу вам. Вот, цвет, получается, 622. 622. Итак, повторим, как ниточку можно запрятать. Опять же, любой лепесточек. Берем, какой нам понравился, да? Вот, например, вот этот лепесточек, последние наши 4 воздушные петельки. Опять берем самую верхнюю петельку. Есть. Берем нашу ниточку. Есть. И теперь будем делать 4 воздушные петельки подъема. Не забываем. Ниточку мы эту будем, да, нашу кончик будем гонять вправо, влево, вправо, влево. Итак, сейчас пойдет вправо, видите? Как бы крестик. Оп. Вправо идет. Вы можете не такой длинный кончик оставлять, я просто, чтобы вам было понятнее. И провязываем одну воздушную петельку. Раз. Теперь кончик уходит влево. Еще одна петелька. 2. Кончик уходит вправо. 3. Кончик уходит влево. 4. Все, запутали. Мы можем ее спокойно отрезать. И у нас ниточки наши не будет видно. Есть. Далее вспоминаем. Когда мы делаем поворот, то есть не на лепесточке, а на повороте, да, то мы ныряем в нашу арочку, вот в эту вот боковую, и провязываем 2 столбика с 2 накидами. Раз столбик с накидом, с 2 накидами, вернее, и второй столбик с 2 накидами. Есть. Далее у нас еще не лепесточек. Вот наш лепесточек, видите? Здесь получается 4 столбика, так скажем. Вот здесь 3. Значит, это тоже будет боковинка. Значит, смотрите, как мы ее провязываем. Опять присоединяемся к 4 петельке. Вот наши здесь были петельки. Раз, два, три, 4. Присоединяемся к 4 соединительной петелькой. Оп. И провязываем опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Так. Далее смотрите. У нас здесь идут 2 столбика. То есть уже не арочка, да, а 2 столбика. То есть нам подсказка. Значит, мы здесь провязываем вот именно эти 2 столбика. Раз столбик. 2 столбика. Есть. А далее идет лепесточек. Лепесточек ни с чем не перепутать, да? У него вот 4 столбика. Присоединяемся, получается, к верхушке 4 петельки. Опять соединительной петелькой. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. 2 накида, 2 столбика. Провязываем 2 столбика с 2 накидами. Раз столбик и 2 столбика. Несложно. Возвращаемся в наш лепесточек, да? 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Все. Присоединяемся вот к 4 петельке, ну, к самой верхней петельке воздушной.
и провязываем соединительную петельку. Оп, видите? Это лепесточек. Дальше разворот, опять поворачиваемся. И мы помним, что от лепесточка до лепесточка, да, вот здесь получается, мы будем провязывать в арочку 2 столбика, а потом следующие 2 столбика будем провязывать как 2 столбика. То есть ничего сложного. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В арочку нырнули, провязали 2 столбика. 1. И сюда же 2. Все столбики у нас с 2 накидами. Так будет очень-очень красиво. Присоединяемся к следующему, получается, вот этому квадратику, 4 воздушным петелькам. Именно в самой верхней петельке делаем соединительную петельку. Вытянули ниточку раз и тут же ее провязали. Оп. Вот. У нас еще пока не лепесточек, да? У нас просто квадратик. Значит, делаем 4 воздушные петельки и провязываем вот наши квадратики, наши столбики, вернее, точно так же столбиками с 2 накидами. Квадратики, столбики, да? Чтобы вас не запутать. И все, переключаемся на лепесточек. На лепесточке помним, мы начинаем с 4 воздушных петелек и заканчиваем 4 воздушными петельками. Но я думаю, в принципе, запутаться как бы и нельзя, да? Присоединились соединительной петелькой. 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Опять 2 столбика, видите? Их провязывайте. 1, 2. И лепесточек нужно закрыть, да? 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся вот к 4 петельке и провязываем нашу соединительную петельку. Есть. Все, видите? Вот он наш лепесточек. Лепесточек. Теперь вы что делаете? Вы 4 петельки подъема, 2 столбика. Присоединились. 4 петельки подъема, 2 столбика. Присоединились. Лепесточек. Значит, 4 петельки подъема, 2 столбика и закончили лепесточек 4 петельки, да? Поворот. Точно так же. 4 петельки, 2 столбика. Присоединились. 4 петельки, 2 столбика. Присоединились. А здесь у нас опять лепесточек. Значит, 4 будут петельки, 2 столбика. И возвращаемся 4 петельки. И здесь я вас встречаю. Огонь. Давайте, у вас получится. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, повторяйте. Договорились? Давайте. Встречаемся вот в конце ряда. Итак, смотрите, вот провязали практически до конца, да, заканчиваю я свой лепесточек, сделала 4 воздушные петельки и присоединяюсь опять точно так же, да, там, где начинал наш ряд, соединительной петелькой, оп, и провязала сразу же, сделала воздушную петельку для того, чтобы зафиксировать свою петельку, чтобы она у меня никуда не делась, потянула ниточку и с чистой совестью я ее отрезаю. Все, подтянули. Повернули, опять, смотрите, вдоль, да, наших вот этих вот основания столбиков нырнули и запрятали наши кончики. Вот пока один кончик, да. Если вы сразу же прячете, если вы прячете потом, то будут кончики. Итак, протягиваем аккуратно и тут же и отрезаем. Красота. И где у мастера лицевая, где у мастера изнаночная сторона. Согласитесь, да? Все. Опять берем другой цвет. Вы можете брать любой. Первый, второй, оставаться с третьим же цветом, да? Я возьму, допустим, вот такой вот мятно-зеленый цвет, например. Опять же, беремся за любой лепесточек, какой вам нравится. Ну, допустим, пусть будет вот этот лепесточек. Точно так же беремся за самую верхнюю петельку, за воздушную. И протягиваем новую ниточку. Есть. Повторим, как мы должны будем. Секундочку. Новую ниточку взяла, а непосредственно в петельку не попала. Есть. Вот. Итак, повторим, да? Смотрите. Берем слева направо. Оп. Ниточку. Так. Слева направо. И провязали одну воздушную петельку. Раз. Теперь справа налево. Оп. Вторую воздушную петельку. Есть. Опять слева направо крутим нашу ниточку. Третья петелька и последняя, четвертая ниточку справа налево. Оп. Все, нашу ниточку, кончик можем отрезать, потому что уже все зафиксировано. И продолжаем все точно так же. Итак, в арочку мы провязываем 2 столбика с 2 накидами. Поняли, да? Вот, повернули. Вот наша арочка. 2 столбика с 2 накидами. Присоединились, да, соединительной петелькой. Здесь будем делать 4 воздушные петельки, 2 столбика.
Опять присоединились 4 воздушные петельки, 2 столбика. Присоединились 4 воздушные петельки, 2 столбика, 4 воздушные петельки. Поняли, да? То есть непосредственно сами вот эти вот боковые лепесточки хорошо видно. А все, что между ними, квадратики, да, получается, вы провязываете именно по 2 столбика и все. То есть первые 4 воздушные петельки есть, вторых 4 воздушных петелек нету. Не запутайтесь. Все. И вот так получается у вас здесь будет 3 квадратика. Раз, два, три. Поняли, да? То есть здесь у вас было 2 квадратика, 1 квадратик, 2 квадратика, потом 3 квадратика, 4 квадратика и так далее, и так далее. Договорились? Ну что, сами самостоятельно провяжете? Давайте провяжем до конца ряда. Так, сделаем, сколько вам необходимо еще рядочков, какого размера вы захотите сделать данный квадратный мотивчик. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, получается, я провязала зеленый ряд, да? Вот у меня лепесточек, лепесточек, и между ними 3 квадратика. Раз, два, три. Дальше я провязала розовый ряд, да, лепесточек, лепесточек, между ними уже 4 квадратика. Раз, два, три, 4. Поняли, да? То есть у вас был 1 квадратик, 2, 3, 4. Дальше вы можете продолжать до бесконечности, смотря какое это у вас будет изделие. Если у вас будет огромный плед, то, естественно, тут квадратиков может быть и 50, и 60. Ну, допустим, да. Либо это может быть у вас небольшое какое изделие. То есть вы на этом можете остановиться, например, прихваточка. Все, достаточно. Меня это устраивает, остановились. Опять же, смотря какая у вас еще будет пряжа, да. То есть если у вас будет пряжа потолще, побольше, то, естественно, у вас будет изделие побольше. Ну, в общем, вы поняли, по количеству квадратиков сами определяйте, что вы будете делать. Вы можете оставить вот так, как есть, да, вот такими вот зигзагами. А можете немножечко выровнять край. Смотрите, как это можно сделать. Вот, например, возьму я вот такую темно-розовую ниточку, покажу вам. Опять присоединяемся вот к какому хотите цветочку, да, вот именно лепесточку. Например, присоединяемся опять ко вторым, первые 4 петельки, вторые 4 петельки. Вот, ко вторым 4 петелькам, к самым верхней петельке захватили. Оп, протянули ниточку. Теперь смотрите, мы эту ниточку будем пускать вдоль нашей вот этой вот нашей цепочки и будем как раз ее прятать в это время. Итак, делаем воздушную петельку и смотрите, ныряем в арочку, за собой тянем вот эту же ниточку. Видите, вот эта ниточка, мы ее держим, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Повторяйте. Далее, смотрите, делаем накид, ныряем опять в арочку, ниточку за собой тянем, вытянули ниточку, и теперь у вас на крючке 3 петельки. Так вот, 3 петельки сейчас провязываем вместе. Это полустолбик с накидом. Опять накид, опять ныряем в арочку, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз, два. Далее 2 накида и последний раз ныряем в арочку и провязываем столбик с 2 накидами. То есть вы таким образом как бы делаете, видите, такую вот горочку. А когда вы посмотрите непосредственно в изделии, то получается у вас будет выравниваться вот так краешек. Давайте еще дальше покажу, вы поймете. Итак, когда получается провязали столбик с 2 накидами, далее мы присоединяемся к следующим 4 петелькам. Нырнули в 4 петельку, вытянули ниточку и провязали столбиком без накида. Есть. В следующий столбик, видите, 2 столбика, раз и 2. В следующий столбик мы провязываем полустолбик с накидом. Есть. В следующий столбик мы провязываем столбик с 1 накидом. И сюда же мы провязываем столбик с 2 накидами. Поняли, да? То есть так же, как и в арочку мы провязывали. Как в арочку провязывали. Здесь получается у нас будет 2 столбика в последнем столбике предыдущего ряда. Есть. Как только провязали столбик с 2 накидами, присоединяемся к 4 петельке, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. В следующий столбик, раз, 2 столбика. В первый столбик мы провязываем полустолбик с накидом. Есть. А в последний столбик будем провязывать 2 столбика. Столбик с накидом и столбик сюда же с 2 накидами. Поняли, да? Все. И точно так же продолжаем дальше. Получается, в 4 петельку столбик без накида, в первый столбик полустолбик, во второй столбик столбик с накидом и столбик сюда же с 2 накидами. Вот сколько у вас квадратиков, вот так вот вы будете провязывать, да? То есть если у вас, например, 30 квадратиков, то вот 30 раз так будете делать такие вот треугольнички. Итак, столбик без накида, далее полустолбик с накидом, столбик с 1 накидом, столбик с 2 накидами. Как вам, видите? Получается, краешек выравнивается, верно? Вот, а когда доходим до лепесточка, смотрите, как мы делаем. Получается, вот наши 4 петельки подъема. Мы вначале в 4 петельку
да, ныряем. И провязываем вначале столбик без накида. Потом сюда же мы провязываем полустолбик с накидом. Понятно? 3 петельки вместе провязали. Далее. Вот наш столбик идет. Раз столбик, два столбик. В первый столбик провязываем столбик с одним накидом. Есть. 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с одним накидом. Есть. Понятно? Далее в следующий столбик провязываем столбик, получается полустолбик с накидом, то есть 3 петельки вместе. Есть. А потом, смотрите, сюда же провязываем столбик без накида. И поворачиваясь, да, вот нашу, получается, вот в эту вот 4 петельки подъема, это получается наша арочка, да, в 4-ю петельку ныряем, смотрите, и провязываем соединительную петельку. Понятно? Далее воздушная петелька, и в арочку нырнули, сделали столбик без накида. Далее полустолбик с накидом. Так, поняли, да? Опять увеличиваем. А столбик с одним накидом и столбик с 2 накидами. Понятно? Все. И так далее. Дальше опять точно так же идете по квадратикам и провязываете столбик без накида, полустолбик с накидом. Далее столбик с накидом, столбик с 2 накидами. Вот, смотрите. И вот наш уголочек получается. Поняли? Вот такая красота. Краешек ровный, уголочек сделали, краешек ровный. Да? Давайте самостоятельно до конца ряда, да, и в итоге посмотрим, что получится. Получится очень и очень красиво. Давайте. Итак, смотрите, краешек ровненький, да, чего мы добивались. Дальше вы можете сделать обвязочку обычными столбиками, да, столбиками, может быть, там с накидом, там, может быть, рачьим шагом. То есть это уже на ваше усмотрение. То есть как вам более комфортно и удобно. Ну, как вам? Красота? Красота, видите, как хорошо тянется. Красота, получается, двусторонняя, потому что ниточки настолько спрятаны, да, что вообще непонятно, где здесь лицевая, где изнаночная. Смотрите, может быть прихваточка, да, то есть вы здесь можете сделать, например, да, вот здесь вот в уголочке цепочку из воздушных петелек, можете обвязать, да, либо просто цепочку оставить, смотря какая у вас ниточка, да, тоненькая или толстая. Повешали, прихваточка. Красота. Ну, конечно, декоративная прихваточка, потому что, видите, либо вы можете сделать как бы двухслойную, да, прихваточку, чтобы вот эти дырочки не мешали, либо она у вас будет просто действительно декоративная. Это может быть что? Накидушечка, это может быть чехольчик, это может быть наволочка для подушечки, то есть на ваше усмотрение. Это может быть даже из таких квадратиков можно летний топик сделать, да. Если, например, это у вас будет, ну, допустим, да, это будет шаль. Смотрите, вот у вас уголочек, а дальше пошли у вас квадратики, 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 да. Можно? Можно. Это единственное, надо будет придумать, как вот провязать вот так вот, да, то есть пол треугольничка, потому что потом в дальнейшем понадобится пол треугольничка. Но вы большие дизайнеры, вы большие молодцы, вы можете тоже придумать, согласитесь, да? Вот, смотрите, идей много, сумочки, да, кардиганчики, маечки, топочки, топики я уже сказала. Может быть, это у вас будет шарфик, да, тоже из квадратиков. Может быть, это у вас будет палантинчик. Может быть, он будет разноцветный, а может быть, одноцветный. Может быть, яркие цвета, а может быть, спокойный. Смотрите, вариантов море. Я уверена, что многие из вас уже вязали данный квадратик, но кто не вязал, как я, да, то вот давайте присоединяйтесь, вместе свяжем. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Я надеюсь, вы поставите свои лайки, напишите комментарии. Помните, да, что изделие может быть любого размера. То есть вы можете взять до бесконечности. Вы можете взять из ниточек специально купленных, можете из остаточков. Угу. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда новинки на канале появятся. И под видео внизу находится стрелочка справа «Поделиться с друзьями, с подружками». Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. Ну и спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.